Привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать в новый влог. По статистике, кстати, где-то четверть моих зрителей мужчины, поэтому мальчики там обижались в комментариях, что я только к девушкам обращаюсь, к вам тоже, дорогие мальчики, парни, мужчины, к вам тоже, конечно же, обращаюсь, поэтому, дорогие мои зрители, ко всем вам. Начинаю новый влог. Хочу вам показать вот такую вот штуку. Что это, я вам сейчас поближе покажу и расскажу. Это чудо называется черная редька, но это, я думаю, все знают. И это натуральное средство от кашля. Так как Мира у меня снова заболела, я уже решила дополнить наше лечение и натуральными средствами, вот такими вот народными, так скажем. Берете вот такую вот черную редьку, это средство от кашля, еще раз вам напоминаю. Разрезаете у нее крышечку такую, ну, в общем, отрезаете как бы вверх, вырезаете лунку. И с другой стороны я еще сделала с обратной, ну не буду наклонять, как бы такую маленькую, такую еле заметную дырочку острием ножа. Заливаете медом, у меня мед натуральный, обязательно брать натуральный, не магазинный. Заливаете вот это внутренность медом, это я сделала вчера вечером, и вся жидкость вот уже стекла. Жидкость стекает какая? Ладно, сейчас поставлю так, чтобы вам показать. Это не просто мед стекает, видите, оно прямо как водичка жидкая. Это стекает мед вместе с соком редьки. То есть мед вытягивает сок редьки из редьки этой черной. И получается такое натуральное средство от кашля. Кстати, когда я его недавно попробовала, я от своей свекрови об этом средстве узнала, так скажем. Не то, что узнала, просто вспомнила о нем. Потому что когда я попробовала вот эту вот смесь, нужно взрослым по столовой ложке, по-моему, 3 раза в день, а деткам по чайной ложке. Но обязательно еще, если у вас нет аллергии на компоненты, поэтому будьте осторожны в этом плане. Так вот, когда я попробовала, этот вкус настолько разбудил мою память, потому что я резко вспомнила, что в детстве меня точно 100% поили таким же лекарственным средством, потому что этот вкус, ну, незабываемый, и ни с чем его не перепутаешь. Поэтому я думаю, что наши мамы, бабушки тоже делали нам такое. В общем, пробуйте. Ну, такой не очень как бы приятный, но не прям, знаете, фу-фу-фу. Не знаю, Мира у меня пьет, потому что я говорю, что это лекарство, и она как бы кривится, запивает, конечно, но пьет. Мы сейчас собираемся идти в супермаркет, кстати, темновато, да, меня видно. Вот так лучше. В магазин хотим зайти, хочу еще отдать батарейки, выбросить, там специальный отсек для батареек, для старых. И, кстати, видите, я уже одела свитшот нормально, не в пижаме. В прошлых видео мне писали, что уже как турчанка в магазин ухожу в пижаме, но да, в принципе, это так. Просто турчанки еще позволяют себе некоторые в штанах выходить, в пижамных. Могут в тапках выйти такое, но я, конечно, в пижамных штанах бы никогда не вышла. Я была в прошлом видео в кофте в пижамной, и то потому что, ну, это домашняя костюма кофта, и то потому что я одевала сверху куртку. Так бы в одной кофте я тоже, конечно, бы никогда не пошла. А так, если я знаю, что нигде не нужно будет снимать верхнюю одежду, я вполне могу себе позволить одеть просто курточку сверху на пижамную кофту, там, не знаю, или футболку, в которой я хожу по дому, и выйти. И, в принципе, никто меня не видит в таком виде, потому что я куртку не снимаю. Еще у меня тут в коридоре уже, не знаю, месяца 3 стоит пакет с игрушками, которые сломаны. Вот эта собака ходила, но она уже не работает, даже если батарейки поменять. Это, забыла, как называется, такая музыкальная штука, но от нее нет палки. Поломали. В общем, хочу выбросить тоже в такой ящик, у нас в супермаркете стоит, для поломанных игрушек. Их вроде бы как ремонтируют и потом отдают там в детские дома, ну, в общем, нуждающимся деткам, поэтому выбросить вроде бы как жалко, а вот в такой ящичек почему бы и не отдать. Вот такая у нас коробка стоит. Опа! Мира будет выкидывать свой пакетик. Выкидывай. Опа! Опа, молодец. Опа! А я вижу. Да. Мы сейчас уже в торговом центре гуляем, тут столько людей, мы еле нашли место на парковке. Все потому, что продолжаются скидки. Черная пятница же была в пятницу, но сегодня уже воскресенье, но скидки продолжаются, как бы, тем не менее, и очень много людей. Но я смотрю, что, не знаю, как-то прямо нечего, знаете, купить такого, что хочется, прямо, чтобы взять по скидке, ну, пока что я не нашла.
Новогодняя коллекция English Home. Все такое красивенькое. Что, Мируль? Да, это шарики, да? Мира, только ничего не трогай, иди сюда к маме. А? Не надо. Шарики мы не будем смотреть, Мируля. Всем привет, доброе утро. Бегу за Мирой в детский садик. Хотела еще зайти в магазин, не успела. Магазин за платьем хотела зайти. Купила Мире платье. Выбрала из двух одно. А потом пришла домой, думаю, почему я два не купила. И, в общем, меня это уже 2 дня гложет. Хотела платье купить, но уже ладно, вечером, может быть, съезжу с мужем. И еще хотела прокомментировать одну ситуацию. Я вообще не люблю, как вам сказать, на эти темы говорить. Но я не могу это не прокомментировать. Если кто не в курсе, это ситуация в Украине, которая сейчас происходит. Военное положение, корабли. В общем, если вы не в курсе, посмотрите видео на YouTube. Почитайте какую-то информацию в интернете, но лучше посмотрите видео на YouTube про, собственно, таран кораблей, да, как это называется, украинских. Я прошу не писать никаких комментариев, которые могут как-то разделять нас с вами, славян, да, то есть там против Украины или против украинцев. Меня это очень сильно расстроило, если честно. Конечно, это уже ситуация давно продолжается, и военное положение тоже могли давно объявить. Ну, насчет ситуации в Донецке. Но я как-то вот этой ситуации прямо вообще меня это очень сильно расстроило. Военное положение. Да, военное положение это, конечно, не война. Это не равнозначные понятия, но все равно меня это очень сильно расстроило. Вообще вся эта ситуация. Я все-таки за мир. Я хочу, чтобы территория моей страны была целостная, чтобы никто в нее не врывался. А главное, чтобы не гибли люди, чтобы не гибли наши парни молодые, наши мужчины, чьи-то сыновья, чьи-то папы, возможно. И, в общем, я за мир. На самом деле. А главное, чтобы брат брата не убивал, знаете, вот это больше всего расстраивает. И, конечно, я могу сказать одно, что это все политические игры, это естественно. Игры больших политиков, в которых, к сожалению, гибнут обычные люди, ни в чем не виновные. У нас уже вечер, мы в торговом центре, и у нас тут уже новогодние декорации вовсю. Таких оленей поставили везде. Это, конечно, у нас минус 1 этаж не так хорошо не светится, но на улице вообще классно светится. Здесь, там дальше тоже. Мира хочет их потрогать. Ты хочешь потрогать их, Мира? Dokunmasın aşkım, elektrik çarpar falan. Yok. Biraz daha git mamaya bak. Mamaya bak şimdi. Bırak elimi bırak. Fotoğraf çek. Sen çek, bende yok telefon. Tamam, video çek. И вот так еще у нас здесь красиво украшено. В этом году что-то вообще рано. Но это дерево здесь стоит всегда. Что? Привет, коляска. Да, ты с колясочкой, тебя Мишка? Медведь в коляске, ты говоришь? Да. Платье Мире я так и не купила, потому что, к сожалению, уже нету ее размера. Оно было, когда я смотрела в прошлый раз. Но, естественно, уже его забрали. Оно недорого стоило, поэтому их быстро разобрали. Ну, прикольное платьишко. Сейчас посмотрим, что здесь еще украшено. И такое дерево у нас нарядили. Это вместо елки, как я понимаю. Подарочки тут лежат. Елочки такие маленькие.
такие елочные игрушки на дереве искусственном. Да, подарочки там, да? А что ты хочешь на Новый год? Что тебе Дед Мороз принесет? Что ты хотела бы? Я хотела большую куколку Бэби. Большую куколку Барби ты бы хотела на Новый год? Да, и еще туфли, которые Туфли? сияются. За... Да, нее? я еще сосетку советую. Хорошо, пойдем. Напишешь письмо Деду Морозу с этим? Да, Ладно. А ты себя хорошо вела весь год? да. Ты маму слушала? Папу слушала? Ну, ладно. Мы покупаем кукурузку, Мира попросила. Такую стаканчиков. Мира, ты кукурузу будешь, Мира? Посмотри сюда. Кукурузку будешь? Давай всем показывать из. Что ты покажешь? Это бибек у меня. Так. Захотел кукурузку. Захотел кукурузку. Да, это ты захотела кукурузку. Это ты захотела. Все? Ты захотел кукурузку. Это ты захотела. Hani ben çekmeyeceğim mi? Синий, а тогда гуйдум сидит, мама ей. Что? Ты по-русски рассказывала, то по-русски только понимают ваши зрители. Мы уже дома, покажу вам платье, которое я купила в прошлый раз в Мире. Вот такое вот. Такое зимнее платьишко. Здесь вот теплая именно ткань, но на любителя, конечно. А здесь тонкое оно. И антистресс блесточки здесь вот такие. Можно цвет менять. И такое подобное было из вот такой вот желтой ткани. Но, к сожалению, его забрали уже. Буду приступать к вечернему уходу. У меня вот такая вот мицеллярная вода от La Roche-Posay. Мне она нравится. В принципе, уже не первый раз ее беру. Обычно по акциям всегда удается взять 2 банки. Продаются вот таких больших. Это 400 мл по-моему, одна... Ну, в общем, как они там упаковки, и получается где-то 25% скидка, что ли, или 50% скидка на эти 2. У меня сейчас толком нет макияжа на лице, но есть консилер. Поэтому его я тоже смываю обязательно. И буду сейчас умываться своей любимой пенкой от Nivea. Опять он у меня заканчивается. Она, кстати, с огромной скоростью просто улетает у меня. Хотя я ей довольно-таки, ну, мало пользуюсь, если так честно сказать. Ну, то есть выдавливаю совсем капелюшечку. И, наверное, вот таким вот спонжиком воспользуюсь для умывания. Здесь такие иголочки у него на конце, силиконовый спонжик. И я всегда им умываюсь, делаю массажик. И вот такой вот пенкой. Все, я уже умылась. Кстати, тоником я не пользуюсь, потому что не могу себе подобрать хороший тоник. Кто знает тоник для кожи, которая жирная в области Т-зоны, сухая вот здесь, и которая склонна к высыпаниям, вот именно тоник, который вам 100% подошел. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кремом увлажняющим я сейчас пользуюсь вот таким. Называется Mei Yang Quang. В общем, заказывала я на AliExpress 10 вот таких вот пакетиков. Это увлажняющая эмульсия с гиалуроновой кислотой. Просто супер. Я вообще, честно вам скажу, раньше не пользовалась вообще увлажняющими кремами. Ну, практически совсем, от слова совсем, да, но очень редко, потому что моя кожа жирная вот в этой зоне, она не воспринимала никакой крем. Просто потому, что я ощущала себя как в маске, знаете. И мне очень сложно было подобрать. У меня была легкая такая, по-моему, тоже это была эмульсия увлажняющая от Clinique. Вот она мне подходила неплохо. Но все равно был не такой эффект. Но когда я вот эту попробовала, чисто случайно, просто потому что она была с гиалуронкой, я знаю, что это такое, пользовалась когда-то чистой гиалуроновой кислотой для заживления, собственно, своих ранок от прыщей. И вот это вот просто супер. Вот оно так впитывается классно, что вы просто этого не чувствуете. Когда я уже не нанесла эту увлажняющую эмульсию, я беру вот такой вот массажер, его вы тоже уже могли видеть в моем видео, и делаю.
И делаю массаж лица по массажным линиям. Возможно, я делаю это не совсем правильно, потому что все-таки я не профессионал. Но, собственно, как было показано в инструкции к этому прибору, так я и делаю. Это, во-первых, очень приятно. А во-вторых, конечно же, очень-очень полезно все-таки. И я всем советую. Все ссылки я оставлю под видео на этот чудо-массажер. Мне кажется, от него есть эффект. Не знаю. Во-первых, он с микротоками, то есть он вам помогает вот эти средства, которые вы нанесли, как бы, чтобы они проникли глубже в кожу, да, и лучший эффект от них был, собственно. Ну и просто это приятно. И знаете, я никогда не любила массаж вот именно лица руками, никогда не делала. Но когда я купила эту штуку, чисто случайно увидела на Алиэкспрессе и взяла, я каждый день уже в течение 2 месяцев это делаю. Мне кажется, что реально есть от них толк, поэтому всем советую. На этом, наверное, влог свой закончу. Сейчас буду уже Миру купать. Всем спасибо, что смотрели это видео. Увидимся с вами скоро. Пока-пока.